Пока мы с вами тут сидим трясемся над eFootball, которая отныне доступна у нас только через костыли, Konami тем временем успели выпустить полноценную PES 2027. Что, не верите? Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. Да вот же она, на Nintendo Switch 2. Правда, называется eFootball Kick-Off, что по сути является ответвлением нынешней фри-то-плей игры. Но поверьте, от старой доброй пески в ней намного больше, чем от нынешнего eFootball. Оригинальные саундтреки от Konami, отсутствие доната и онлайн-режимов, полноценный режим с чемпионатом мира, режим 6 на 6, крутые мини-игры и многое другое. Как я и говорил в первом ролике, когда эту версию только-только анонсировали, сомневаюсь, что у нас тут предостаточно владельцев Nintendo Switch 2, но все же давайте взглянем на эту версию eFootball поподробнее, ибо она вполне себе может удивить, уж поверьте. Слышишь этот звук? Это уникальный Nissan 370Z. Уже ждет тебя на парковке PlayRock. Его новенький салон вовсю блестит, а в бардачке собрались самые лучшие предложения по монетам в eFootball и множество других предложений. А в багажнике целая куча подарков. Этот неповторимый Nissan, а также iPhone 17 Pro Max, Sony PlayStation 5 Pro, игровой ПК, Nintendo Switch 2, MacBook Neo и еще много всего может стать твоим, ведь это подарки от PlayRock в честь его 4-го дня рождения. Все, что тебе нужно делать, с 10 июня по 10 июля заходить на сайт, совершать покупки или просто выполнять задания, получать плей-токены и обменивать их на билеты в одной из категорий призов. Чем больше билетов ты собираешь, тем выше твои шансы на победу. Переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом, участвуй в розыгрыше. И помни, если выгоднее и с подарками, значит PlayRock. В отличие от глобальной версии, версия для Nintendo Switch 2 — это полноценная игра, за которую придется платить. Это не условно бесплатный проект, который можно скачать просто так. Я проговариваю это, чтобы вы имели общее представление о eFootball Kick-Off и обратили внимание на подход разработчиков к нему, потому что будет заметно, что подход, слегка иной. Это можно сказать наверняка. Да чего уж там, продюсер eFootball в лице Дзюнити Така в одном из интервью сказал следующее. Мы разрабатываем Football Kick-Off с целью превратить его в игру, которые родители, игравшие в Winning Eleven, смогут наслаждаться сейчас вместе со своими детьми. Походит на дежурные слова, чтобы завоевать расположение аудиториям, но в сказанное поверить нетрудно, учитывая, что старания группы разработчиков действительно были заметны. Об этом также говорит тот факт, что впервые с PES 2021 разработчики не постеснялись добавить в игру титры, где упоминаются все ответственные за игру люди. Из интересного, в составе разработчиков этой версии игры присутствует немало людей, которые также были ответственны за серию PES в свое время. Такаши Ониши, программист анимации, работавший со времен PS3 и ставший ассистентом режиссера, начиная с PES 2015. Син Цучия, ведущий программист по геймплею, начиная с PES 2015. Хадзими Мацумару, режиссер со времен PS6. Хироши Наканиши, Кей Мацуда и остальные. То есть со времен позорного релиза eFootball в 2021 году люди действительно довольны тем, что они сделали, и не стесняются упоминать, что они работали над этим. Ну и давайте уже наконец посмотрим, что же такого интересного группа разработчиков выкатили по итогу. На первый взгляд кажется, что не особо-то и много. По сути, нам доступны 3 глобальных режима. Это мировой тур, международный кубок и одиночные матчи. Мировой тур — это некий аналог Мастер-лиги. Громко сказано, но все же. Последней тут нет, и вряд ли стоило ее ожидать, но мировой тур можно назвать этаким новым прочтением. В чем же суть? Вы собираете футбольный бойс-бенд, с которым колесите по всему миру, принимая участие в матчах и различных турнирах. Начинаете с ноунеймами, грубо говоря, и заканчиваете с легендами прошлого. А их тут немало, к слову. И более того, все донатные навыки из основной eFootball здесь также присутствуют.
Международный кубок, очевидно, это прохождение фейкового чемпионата мира. И самое забавное здесь то, что для фейкового турнира они не поленились сделать небольшое оформление. Табло, в целом внешний вид оформления. Тогда как в серии PES ничего подобного не было. Хотя турнир и во времена PES также был фейковым. Ну а так, выбирайте сборную, проходите за нее мундиаль. Думаю, будь у Konami официальная лицензия, в этой версии игры она смотрелась бы еще более органичной, чем в основной. Одиночные матчи позволяют как-то не странно поиграть с искусственным интеллектом, либо с реальными людьми. Насколько я понимаю, есть два варианта. Либо вы можете поиграть с друзьями на одной консоли, либо зарубиться по сети. Но последнее не более чем товарки, без каких-либо привычных нам рейтинговых матчей. Несмотря на то, что здесь нет Dream Team, легенды никуда не делись. Точно так же, как и различные версии нынешних игроков. Например, Месси. На старте, если не все, то большинство игроков получает его версию 2015 года с соответствующей внешностью. Но очевидно, что это не единственная подобная моделька у аргентинца. Например, за 22 год тоже есть. Вообще, разделение игроков на легендарных, нынешних и прочих, как и в основной версии eFootball, присутствует. Только тут не упоминаются напрямую бигтаймы, шоутаймы, эпики и так далее. Но можно заметить, что интерфейс у футболистов слегка отличается, в зависимости от того, какой эпохи это игрок. Также мило, что для каждого подобного игрока разработчики не поленились и сделали целое мини-описание, что из себя этот футболист представляет. Ростер вроде как не такой обширный, как в основной версии, потому что, понятное дело, за время существования eFootball было множество эпических, бигтаймовских и прочих карточек, но самых метовых и просто знаковых футболистов сюда все-таки добавили. Это очевидно. И благодаря именно этой версии игры мы узнали, что Konami исправили недочет с ростом Рио Фердинанда. Здесь он имеет свой настоящий рост в 189 сантиметров. Больше, чем сама игра, мне, например, может понравиться ее саундтрек. И, о бой, чуваки, когда речь заходит о саундтреке, это вот действительно тот самый момент, где ощущаются те самые песовские вайбы. Наверняка не все помнят или даже не знают по понятным причинам, но до того, как в серии PES появился лицензированный саундтрек от реальных исполнителей, Konami самостоятельно писали музыку. Для различных режимов они писали свою музыку, недлительные и очень простые композиции. И вот в eFootball Kickoff эта тема вернулась. Они записали где-то 18 оригинальных композиций, тогда как еще 3 это треки из PES 6 и PES 2008. В общей сложности саундтрек игры содержит 21 композицию. И более того, вы можете прослушать их на различных площадках, таких как YouTube Music, Spotify и так далее. И знаете что? Я не откажу вам в подобном удовольствии и прокручу пару-тройку композиций в качестве этакой затравки, потому что, поверьте, они того стоят.
У меня свечухи нет и вряд ли когда-нибудь появится, поэтому много про геймплей сказать не получится. Но исходя из того, что можно глянуть на ютубе, от геймплейной концепции основной версии eFootball, эта версия недалеко ушла. Разве что сам игровой процесс слегка побыстрее и упрощеннее. Об этом как пишут множество игроков в комментариях на ютубе, в твиттере, прочих соцсетях, так и один из подписчиков нашего телеграм-канала, который заценил эту игру. Как я и сказал тогда, в принципе оно неудивительно, учитывая, что сама Nintendo Switch на что-то глобальное не претендует, и в плане игрового процесса они всегда получают упрощенные варианты. Но знаете, это не мешает Konami выкатывать две новые темы, которые смотрятся очень и очень круто. Во-первых, это режим 6 на 6. Что-то кардинально нового для него разработчики придумывать не стали. Геймплейно, как и полноценный 11 на 11, просто в укороченном формате. Все те же самые вбрасывания из-за боковой и без каких-либо вычурных и быстрых анимаций, как в той же самой Вольте у Electronic Arts. Во-вторых, это мини-игры, которых в серии PES никогда не было, но зато были в FIFA, причем еще со времен FIFA 13, если я не ошибаюсь. То есть, как же много времени понадобилось Konami, чтобы подчеркнуть что-то оттуда для себя. Например, мини-игра Wall Ball. Название говорит само за себя. Вам нужно забить как можно больше отскоками от стен. Вот это уже, кстати, больше напоминает ту же самую удивительную арену, которая непродолжительное время была и в основной версии игры. И вторая мини-игра представляет собой полосу препятствий. Когда я в первый раз увидел это, сразу вспомнил про режим тренировки в FIFA. И вот эти самые тренировки, это то немногое, что мне действительно в FIFA очень нравилось. Поэтому если нечто подобное было бы и в PES, я, естественно, был бы этому рад. И вот смотришь на все это, и даже в каком-то смысле немного жалеешь, что, например, у меня нет Nintendo Switch 2, и я не могу заценить этот проект воочию. Да, он прям на что-то глобальное не претендует, прям кардинально новый игровой экспириенс не предлагает, но в то же время он понимает, что от него ожидают на этой платформе, и не старается стрясти с игроков лишние пару-тройку баксов, что уже неплохо на самом деле. По одному только саундтреку и мини-играм заметно, что группа разработчиков, которая ответственна за эту версию игры, действительно вложили в нее душу и пытались сделать что-то такое вот увлекательное, веселое, ну и не прям такое серьезное, знаете ли. Поэтому, если среди нас присутствуют и те, у кого есть Nintendo Switch 2, то, наверное, можно было бы попробовать этот проект. Учитывая, что он оценивается где-то, по-моему, в $20, если я не ошибаюсь, ну, как будто бы не такая уж и большая цена за такую прикольную-то игрушку. И, как мне кажется, владельцев Nintendo Switch она вполне способна увлечь. То и подтверждают геймплейные кадры и множество вполне себе положительных отзывов. А это, я думаю, уже о многом договорит.